Когда ты начинаешь говорить «нет» тому, что отнимает у тебя силы и мешает жить, да, с каждым днем становится все больше. Привет, я психолог Ольга Вастикова. Я помогаю мужчинам стать увереннее в себе и построить счастливые отношения. Из этого ролика ты узнаешь о том, что тебя истощает, историю моего клиента Пети, 5 причин, по которым у тебя не получается говорить «нет». А в конце видео я расскажу о 5 способах, чтобы защитить свои личные границы, поэтому обязательно досмотри это видео до конца. Ставь палец вверх, и мы начинаем. Ты как вечно работающий автомат. Всегда на все соглашаешься, всегда на подхвате. Твои друзья просят тебя о помощи в переезде, и ты, прям как настоящий друг, всегда рядом. Коллеги в беде с проектом? Нет проблем. Ты на месте и готов им помочь. Твоя девушка или подруга хочет, чтобы ты перенес свои планы ради нее, и ты готов на этот шаг. Но иногда ты даже уже знаешь, что не можешь помочь чем-то или, например, не хочешь этого делать, но тебе неловко отказать. Ты как будто в ловушке своей доброты и не в силах отказать. Даже когда помощь в ущерб твоим интересам и потребностям. Сколько раз ты умолчал, когда в душе хотел сказать «нет»? Сколько важных для тебя моментов было упущено? Можешь, кстати, написать об этом в комментариях, мне очень интересно. Вот так ты и живешь, такой вечный спасатель и вечный решатель чужих проблем. А свои проблемы копятся, как снежный ком. Пришло время это изменить. Давай посмотрим на эту проблему на примере моего клиента Петра. Петя, 32 года, маркетолог из Санкт-Петербурга. Петя всегда доброжелательный, отзывчивый, старается помочь каждому, кто к нему обращается. А за этим, казалось бы, благородным стремлением скрывается его проблема. Это неспособность сказать другим «нет». И это привело к тому, что Петя часто оказывался в ситуациях, когда его личные границы стирались, а желания и потребности других становились гораздо выше, чем его собственные. Работа, друзья, даже незнакомые люди – все они без труда нагружали Петю своими просьбами и проблемами. Петя чувствовал себя вымотанным и подавленным. Он понимал, что не может справиться со всеми этими запросами, но очень боялся разочаровать окружающих. На его отношения это также влияло, потому что девушки Пети часто им пользовались, потому что он просто не мог сказать «нет», и поэтому отношения превращались в односторонние. После одного особенного тяжелого периода, когда Петя понял, что все его собственные нужды и желания остались без внимания, он обратился ко мне за помощью. На консультации мы говорили про развитие его уверенности и способности восстанавливать свои личные границы. Петя учился отличать свои истинные желания от потребности угодить другим. И мы развивали умение говорить «нет» без чувства вины. А еще также нашли причину, почему у Пети есть такое желание всегда говорить «да» другим, но говорить «нет» себе. Со временем Петя начал сообщать, что его жизнь начала меняться. Он научился уважать свои потребности, начал отстаивать свои границы, и все это помогло ему построить более здоровые и счастливые отношения, как в личной жизни, так и на работе. И сегодня Петя продолжает свою карьеру и все равно остается отзывчивым и доброжелательным, но теперь он умеет говорить «нет». Говорит его тогда, когда необходимо, ему что-то не хочется делать. Давай посмотрим на причины, по которым тебе сложно говорить «нет». Первое. Неуверенность в собственных желаниях. Представь, что ты растешь, слушая себя, знаешь, что и когда тебе нужно. Тогда тебе легко отказываться. Но если ты постоянно ставишь чужие потребности выше своих, тогда ты теряешься и не понимаешь, какие же у тебя собственные желания. Ты просто не понимаешь, а что ты вообще хочешь? Вот именно поэтому и сложно сказать «нет». Потому что ты не знаешь, какое твое истинное желание. Второе. Размытые личные границы. Если ты с детства привык всегда быть полезным, отзывчивым, то твои границы становятся размытыми. Ты так и не научился защищать свое личное пространство, потому что всегда старался угождать окружающим. И в итоге, когда приходит время сказать кому-то «нет», ты не можешь понять, где твои интересы, а где чужие. Третье. Чувство вины и обязанности. Вспомни, как родители учили тебя быть хорошим мальчиком, а отказ считался чем-то эгоистичным и плохим. И вот это внутреннее убеждение заставляет тебя чувствовать вину, когда ты пытаешься отказать кому-то, даже если это идет вразрез с твоим интересом. Четвертое. Страх обидеть и потерять отношения. Ты боишься, что твой отказ может обидеть кого-то или даже привести к конфликту. Этот страх особенно сильный, если ты привык поддерживать гармонию в отношениях и избегать любые конфликты.
Ты ставишь комфорт других выше своего, чтобы не рисковать потерять близких тебе людей. Но ведь они обидятся. 5. Страх отвержения и одиночества. Если ты в детстве чувствовал недостаток внимания и принятия, ты можешь бояться, что отказ приведет тебя к потере любви и одобрения. Этот страх укореняется глубоко и приводит к тому, что ты готов идти на нежелательные компромиссы, только лишь бы чувствовать себя нужным и любимым. Понимание этих причин поможет тебе разобраться в себе и начать более осознанно подходить к своим решениям. Так ты сможешь научиться говорить «нет» там, где это действительно необходимо, где это важно для тебя. Хочешь научиться говорить «нет» и при этом не чувствовать себя виноватым? Тогда давай разберемся, как это сделать прям шаг за шагом. Первый шаг – это зеркальная тренировка. Попробуй стоять перед зеркалом и говорить «нет». И в этот момент внимательно наблюдай за своей мимикой. Повторяй это упражнение, пока твое лицо не начнет отражать доброжелательность и уверенность, а не страх или чувство вины. Это поможет сделать слово «нет» более комфортным для тебя. Второе. Начни с мелочей. Попробуй начать свой путь с отказа в небольших вещах. Ну, например, когда тебя просят одолжить ручку, а ты на самом деле не хочешь этого делать, потому что она у тебя одна, и тебе надо ей писать, то попробуй сказать другому человеку «нет». Вроде это как маленький шаг, но он имеет огромное значение. Потому что, когда ты отказываешь другим в мелочах, ты учишься устанавливать свои границы, и это не приводит к каким-то серьезным последствиям или конфликтам. Третье. Говори «нет» ситуации, а не человеку. Помни, что когда ты говоришь «нет», ты отказываешься от определенной просьбы или ситуации, а не от самого человека. Например, если девчуля просит тебя о помощи в переезде в удобное для нее время, но неудобное для тебя время, то говори «нет». Ты говоришь «нет» ситуации, потому что ты объясняешь, что у тебя уже запланированы дела, а не то, что ты не хочешь ей помогать. Четвертое. Предлагай альтернативы. Если ты не можешь помочь так, как тебя просят, то предложи другой вариант. Например, если ты не можешь помочь девчуле с переездом в определенное время, то предложи помочь в другой день. Это показывает, что ты неравнодушен к ее проблеме, но при этом ты соблюдаешь свои границы. Пятое. Не оправдывайся. Не нужно каждому объяснять, почему ты отказываешь. Твой отказ должен быть вежливым и корректным, но ты не обязан объяснять свои мотивы. Это помогает поддерживать уверенность в своих решениях. Ну и последнее. Если ты говоришь «нет», то умей его и принимать от других людей. То есть, если тебе сказали «нет», умей это принять. Это важно для того, чтобы говорить «нет» другим. Напиши мне в комментариях, знал ли ты об этих шагах и применяешь ли ты их в своей жизни. А сейчас мы рассмотрим виды отказа, которые помогут тебе научиться говорить «нет». Понимание того, какой способ использовать, поможет тебе не сомневаться в своем решении и выстраивать общение более эффективно. Первое. Сочувствующий отказ. Покажи понимание к чувствам и ситуации другого человека. Например, когда девчуля просит тебя денег в долг, скажи: «Понимаю, что тебе сейчас трудно, я сам как-то переживал подобное, но, к сожалению, сейчас я не могу тебе помочь с деньгами. Но давай посмотрим, какие есть еще варианты». Этот способ идеально подходит для личных отношений, когда хочешь поддержать другого человека, но не можешь выполнить его просьбу. Второе. Обоснованный отказ. Объясни причину своего отказа, опираясь на конкретные обстоятельства. Если тебя просят о чем-то, что невозможно для тебя осуществить, если, например, это не совпадает с твоими планами, то честно об этом скажи. Слушай, я все понимаю, но у меня уже запланированы важные дела на этот день. Это хорошо работает в профессиональной сфере, когда нужно объяснить коллегам или партнерам, что ты сейчас не можешь сделать какую-то просьбу. Третье. Срочный отказ. Когда нужно быстро дать ответ. Если тебя просят о срочной помощи, на которую у тебя нет времени или ресурса, прям так и скажи: «Слушай, я очень рад, что ты ко мне обратился, но, к сожалению, у меня сейчас нет возможности тебе помочь». Где это использовать? Это эффективная ситуация, когда необходим быстрый ответ, например, какие-то неожиданные просьбы, на которые ты не готов. Четвертое. Альтернативный отказ. Предложи другие варианты помощи, если не можешь выполнить просьбу напрямую. Например, вместо того, чтобы у тебя заняли деньги, ты можешь предложить помощь в поиске работы или, например, скинуть информацию о кредитных программах. Ну, мало ли, всякое бывает. Это полезно, когда ты хочешь помочь, но не можешь сделать именно то, что тебя просят. Дипломатичный отказ. Это про поиск компромиссных решений. Если тебя просят о чем-то, что ты не можешь сделать, попробуй предложить что-то другое, что будет удобно обеим сторонам. Например, я не могу прийти на твое мероприятие в эту субботу, но давай встретимся вдвоем на следующей неделе. Классно? Классно.
Если тебе все еще сложно научиться говорить другим «нет» и тебе нужна помощь, то приходи ко мне на консультации. Для этого напиши слово «консультация» в комментариях, для того, чтобы я дала тебе свою помощь и поддержку. На моем канале ты найдешь много полезных видео про отношения с девушками, поэтому обязательно посмотри другие видео и помни, ты красавчик и Вастикова с тобой, даже когда идет дождь.